Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Я очень рада видеть вас на своем канале. У меня для вас новый мастер-класс. Я решила связать себе летний кардиган. Можно назвать его пиджак, жакет на лето, потому что связан он у меня из более летней пряжи. Я бы сказала, что эта пряжа все-таки летняя, чем даже осенняя, весенняя, но точно не зимняя. Связан он у меня, раз уж перешла к пряже, из Yarnart Jeans. Достаточно популярная пряжа. Это хлопок и акрил 55×45, цвет 74, нежно-нежно-розовый. Я когда его увидела, без сомнений сразу же купила упаковку. В упаковке было 10 мотков. В одном мотке 50 грамм и 160 метров. Вам не обязательно вязать из хлопка с акрилом, если, например, вы не любите акрилы или хлопок. Вы можете также связать его из шерсти, из мериноса или вообще из 100% акрила. Главное, чтобы метраж у вас был такой же или близок хотя бы. Там 150, может быть, метров или 175 еще бывает метраж. Это более-менее близкий. У меня ушло 8 мотков целых и буквально чуть-чуть от 9-го. Вес моего жакета 412 грамм. Вот как раз вот эти 12 грамм от одного 9-го моточка. И это у меня 10-й остаточек. Не знаю пока, что из него свяжу. Также мне еще понадобилось 2 крючка. Это 3,5 китайский крючок. Им я вязала весь свой жакет. И крючок номер 3, я его использовала в последнем ряду на планочке, чтобы край у меня не был растянутым, и туго провязывала последний ряд на планке. 2 крючка, ну и также трикотажная игла мне еще понадобилась, чтобы прятать кончики. Мой жакет связан регланом без швов, вязала его сверху вниз. Сначала я вязала резинку, затем уже кокетку вывязывала. Делала подрезы здесь под проймами внизу, подрезы у меня, и затем я уже вязала тело необходимой мне длины и переходила к рукавам. Рукав у меня короткий, до локтя. Если вам интересна его длина, то я, конечно же, замерю. 22 до края резинки, до вот этого места. Ширина по груди, сразу скажу, что размер этого жакета 44-46, ширина как раз вот 44. Но планировала я его носить не застегнутым, то есть распахнутым, так как это летний вариант. Пуговицы поэтому я делать не стала. Я хочу попробовать поносить его таким вот образом, как я планировала и как вы видели на превью видео. И может быть я потом все-таки добавлю вот сюда петли на правую половинку. И если я все-таки решу сделать петли и добавить пуговицы, то я сниму для вас видео, как сделать петли. Но мне при этом, конечно же, придется распустить половину планочки. Длина, измеряю я ее от проймы, от подреза до низа 32, то есть вот до этого места. По низу я резинку не делала, она у меня только по горловине, по рукаву, ну и планочка у меня по краю борта. Узор этот называется вафелька, вяжется он просто, я обязательно вам покажу и надеюсь, что вы будете вязать вместе со мной. Кардиган вязать я начинаю с резинки по горловине, и для того, чтобы связать резинку, я набираю цепочку из 11 воздушных петель. Делаю такую петельку. Это будет первая воздушная петля. Набираю еще 10. Теперь крючок я вставляю во вторую петельку. Вот у него первую петлю я пропускаю. Захватываю пряжу и сразу провязываю петлю на крючке. Дальше каждую следующую петельку цепочки я провязываю вот такие соединительные петельки. Всего у меня их должно быть 10. Первый ряд у меня провязан. Следующий ряд я делаю одну воздушную петельку для подъема, разворачиваю. И теперь я буду захватывать заднюю стенку петли, ввожу под нее крючок, захватываю пряжу
и сразу провязываю петельку на крючке. Точно такие же соединительные петельки, но обратите внимание, что они уже провязываются только за заднюю стенку. Я провязываю их также 10 штук. У меня уже 2 ряда провязано. Следующий, третий, я делаю воздушную петельку и повторяю второй ряд точно так же. Эту же первую петлю я пропускаю воздушную, и в каждый последующий столбик предыдущего ряда я провязываю соединительные петли за заднюю стенку. И все последующие ряды я буду провязывать точно так же до тех пор, пока не свяжу ровно 91 ряд. Я связала 91 ряд резинки, и вот так вот это все выглядит. Теперь по вот этому краю я буду провязывать столбики с одним накидом. Это будет первый ряд. Я делаю 3 воздушные петельки для подъема, накид. Вот здесь по краю у меня есть вот такие вот петельки. Как раз вот одна петелька, один ряд. Первый столбик я провязываю вот сюда. Вот она петелька, нахожу ее, вставляю крючок и провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид. Дальше получается у меня вот тут косичка и вот тут. Между ними я должна провязать 2 столбика с одним накидом по одному. Первая петелька, в нее провязываю. Это один ряд. Следующий ряд, вот она, эта петля, и в нее я провязываю. У меня уже 3 столбика. 3 воздушные петельки, я их не считаю за столбик. Дальше, вот здесь 2 косички, между ними 2 ряда, и по одной петельке с края, вот они эти петли. Я в каждую также провяжу по одному столбику. И таким образом я буду провязывать дальше по краю столбики с одним накидом. Всего у меня должно их быть 91. Я связала первый ряд и сразу булавками обозначила столбики, откуда у меня будут выходить линии регланов. И получается, что я уже сразу разделила на перед, 2 половинки переда, вот это. Это у меня будут 2 рукава, и вот эта часть — это спинка. Получается, что на перед 2 части, и на каждый рукав у меня по 15 столбиков с одним накидом, а на спинку у меня 27 столбиков. Узор, его кратность 4 плюс 3, то есть количество петель, например, которые на спинку, либо на рукава, либо на перед, я от этого количества отнимаю 3 и делю на 4. У меня должно получиться целое число. И в моем случае вот здесь по 15, здесь 27. Тогда у меня узор будет хорошо укладываться. Теперь я начинаю второй ряд. Я делаю 2 воздушные петельки в этом ряду, не 3. Разворачиваю, делаю накид, и сразу я провязываю выпуклый столбик. Первый столбик предыдущего ряда. Это вот этот первый столбик. Я огибаю первый столбик, вывожу крючок на эту сторону, делаю накид на крючок, вытягиваю петельку, накид, провязываю 2 петли, накид, еще 2 петли. Провязываю еще 2. Теперь провязываю простой столбик с накидом, следующий столбик предыдущего ряда. Дальше опять 3 выпуклых столбика. И опять простой столбик. И дальше я уже повторяю 3 выпуклых, 1 простой столбик до булавки. Провязала по переду столбики. Теперь я убираю булавку, и в это место я провязываю прибавку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Можно также отметить его булавкой, просто под воздушную петельку я ее вставляю. Дальше у меня идет рукав, и я провязываю все то же самое. Начинаю с выпуклого столбика, либо его еще называют лицевой. И у меня вот здесь также закончилось на 3 рельефных выпуклых столбиках. Провязываю я их 3.
И после них провязываю просто столбик с одним накидом. То есть как раз вот 3 выпуклых столбика и столбик простой, 4 столбика, плюс еще 3 выпуклых столбика. Это как раз и есть раппорт узора 4 плюс 3. То есть дальше я уже продолжаю вязать 3 выпуклых столбика, 1 простой, пока я не довяжу до следующей линии реглана, вот до этого места. В нее я провяжу точно такую же прибавку, 2 столбика с одним накидом с воздушной петелькой между ними сюда. Затем по спинке провяжу все то же самое, 3 выпуклых столбика, 1 простой столбик, и затем опять чередую 3 выпуклых. Перед каждой линией реглана у меня будет провязано 3 выпуклых столбика. По рукаву точно так же 4-я линия реглана, так же как и все остальные. И здесь точно такой же узор по второй половинке переда. Следующий 3-й ряд я делаю 3 воздушные петли. Разворачиваю. Во втором ряду я делала 2 воздушные петли для подъема, в этом 3. Это не ошибка, это я так буду делать. Делаю накид и провязываю 3 столбика с одним накидом по одному в столбике предыдущего ряда. И первый столбик у меня вот этот. Следующий столбик предыдущего ряда я провязываю 1 выпуклый рельефный столбик. Такой же, как я провязывала во втором ряду, я их вязала по 3. Здесь 1. Дальше я опять провязываю 3 столбика с одним накидом по одному. И опять выпуклый рельефный столбик. И так довязываю до булавки. Довязала, убираю булавку. И смотрите, у меня была прибавка из 2 столбиков с одним накидом воздушной петельки. В данном случае 2 вот этих столбика это и есть 2 прибавки. Первый столбик я провязываю выпуклый столбик или рельефный лицевой столбик. Дальше я делаю накид, и под воздушную петельку я опять провязываю прибавку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Опять вставляю булавку. Можно не пользоваться маркерами либо булавками, если вы и так прекрасно понимаете, где у вас будут прибавки. Дальше, чтобы мне сохранить узор, вот сюда я провязываю выпуклый столбик, так же как и здесь. И дальше опять вяжу 3 столбика простых с одним накидом по одному в 3 столбика предыдущего ряда. И 1 выпуклый рельефный столбик. И так я буду вязать до булавки. Затем здесь я провяжу все точно так же, как я провязывала вот здесь. Сюда у меня будет выпуклый столбик, затем линия реглана из столбиков с одним накидом 2 столбика и воздушная петелька между ними. И дальше я продолжу также. Вот здесь рельефный столбик, затем 3 просто столбика и так далее. У меня это все будет повторяться до конца ряда. Вот здесь, где линии регланов, я также буду убирать булавку и провязывать 2 столбика с одним накидом с воздушной петелькой между ними. И так я довязываю ряд до конца. 3-й ряд у меня закончился 3 столбиками с одним накидом. Вот сюда под воздушные петли рельефный выпуклый столбик я не провязывала. Делаю 2 воздушные петельки для подъема, разворачиваю, накид и буду повторять второй ряд. Но уже при этом я буду ввязывать вот эти столбики с линией регланов в узор. Начало начинается также. Провязываю 3 выпуклых столбика, затем 1 простой столбик с одним накидом и опять 3 выпуклых столбика, и после них простой столбик с одним накидом. Так я чередую до линии реглана. Чтобы мне сохранить узор, я делаю накид, и после вот этого простого столбика с одним накидом вот сюда, это первый столбик из линии реглана, я провязываю в него выпуклый столбик.
потому что по узору у меня должно быть 3 выпуклых столбика, но в данном случае 1, потому что здесь линия реглана. И теперь я опять провязываю прибавку по линии реглана, так же как и в предыдущих рядах. Дальше я провязываю выпуклый столбик, чтобы мне сохранить узор. Затем у меня один простой столбик с накидом, и уже идет узор 3 выпуклых столбика с одним накидом, и после них один простой столбик с накидом. И я их вот уже повторяю, 3 выпуклых столбика и один простой до следующей линии реглана. Довязала до второй линии реглана, ее я провязываю точно так же, как и первую. По узору у меня должен быть выпуклый столбик, я его провязываю. Затем идет прибавка по линии реглана, столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом и опять выпуклый столбик, чтобы сохранить узор. Все точно так же, как и здесь. И дальше я уже продолжаю узор. Один столбик с накидом, 3 выпуклых столбика с одним накидом по одному в 3 столбика предыдущего ряда. Это у меня уже спинка. Я так провязывала по рукаву, по одной половинке переда. И получается, что дальше до конца ряда я буду провязывать все точно так же. До следующей линии реглана я буду чередовать 3 выпуклых столбика и один простой столбик с накидом. Линию реглана я буду провязывать так же, как и 2 первых. Провяжу так 3-ю и 4-ю, и между ними узор весь я буду повторять. Он у меня состоит из 3 выпуклых столбиков и одного простого столбика. И так я буду вязать до конца ряда. Следующий 5-й ряд я делаю 3 воздушные петельки для подъема. Разворачиваю. И так же, как в 3-м ряду, вот в этом, я провязываю сначала 3 столбика с одним накидом, затем один выпуклый столбик. И дальше я уже повторяю также 3 столбика с одним накидом и выпуклый столбик до линии реглана. Я довязала до линии реглана, вот здесь она у меня будет, и у меня перед вот этой петелькой 2 столбика. Я в них по узору провязываю 2 столбика с одним накидом. И затем уже под воздушную петельку я провязываю линию реглана с 2 прибавками, так же как и всегда. Дальше у меня узор продолжается, то есть здесь, как и с этой стороны, у меня будет 2 столбика с одним накидом по одному, а затем уже идет у меня вот здесь выпуклый столбик. Узор уже хорошо вырисовывается, он уже виден. Видите вот эти вафельки. Дальше 3 столбика с одним накидом и также выпуклый лицевой столбик. Я все это чередую до следующей линии реглана. Ее я и все последующие я провяжу точно так же, как и здесь. Перед прибавкой у меня будет по 2 столбика здесь и здесь. Эти столбики у меня уже идут как прибавочки в этом ряду. И вот так я буду узор продолжать вязать до конца ряда. А затем уже, когда я провяжу вот этот 5-й ряд, я разверну, и с той стороны я буду ряд провязывать. Это у меня будет 6-й. Он у меня будет провязываться так же, как и 4-й. То есть сначала я буду провязывать 3 выпуклых столбика, затем 1 простой столбик, все столбики с накидами. А около линии реглана я уже смотрю по узору и провязываю прибавки на каждой линии реглана и вывязываю узор. И всего я должна буду провязать 19 рядов. Первый ряд у меня вот этот считается. От него я и буду считать 19 рядов. Я связала 19 рядов кокетки. Ее длина у меня получилась 14 сантиметров, даже чуть больше, 14,5. По линии реглана длина 18 сантиметров. Вы вяжете нужную вам длину. Затем после этого я пряжу
оборвала. И теперь я буду вязать скрытый росток, его еще называют азиатским. Вязать я буду его по спинке, и он у меня будет состоять всего из 2 рядов. Если у вас большой обхват груди, то сделайте 4 ряда. У меня небольшая грудь, поэтому я делаю 2. Переворачиваю кокетку к себе изнаночной стороной. Изнаночной, потому что тот ряд, последний по кокетке, у меня был связан с лицевой стороны. Крючок я вставляю не в воздушную петлю, а в столбик, прибавку по линии реглана. Вот в этот столбик я вставляю крючок, захватываю пряжу и провязываю 2 воздушные петли. Делаю накид, и вязать я буду также все по узору. Здесь я должна буду провязать 3 рельефных столбика выпуклых. Перед ними у меня будет просто 1 столбик с накидом. Затем я делаю накид и провязываю 3 выпуклых столбика по одному. То есть я полностью повторяю узор, как я его вязала, и продолжаю его вязать. И дальше у меня опять идет столбик с 1 накидом простой и 3 выпуклых столбика. Так я буду вязать до вот этой второй линии реглана по спинке, и последний столбик я провяжу вот сюда. Это у меня прибавка по линии реглана. Теперь я делаю 3 воздушные петли, сделала накид, и вот сюда по узору я провязываю первый выпуклый столбик. Дальше у меня идут 3 простых столбика с 1 накидом и опять выпуклый. То есть я полностью продолжаю вязать свой узор и довязываю этот ряд до конца. Провязала второй ряд, и в конце ряда я провязала после выпуклого столбика простой столбик с 1 накидом в воздушные петельки. И пряжу я обрезала. Теперь я продолжаю вязать мой кардиган. Я перехожу к вязанию тела, буду вывязывать подрезы и пропускать столбики рукава. Последний ряд кокетки у меня был закончен вот здесь. Значит, здесь я и буду продолжать. Я привязала новый моток пряжи, можно было в принципе его не обрезать. Делаю 2 воздушные петельки, разворачиваю, и дальше я провязываю по узору с изнаночной стороны до булавки. Я довязала до первой линии реглана, все булавки я убрала, и последний столбик по переду у меня выпуклый, он провязан прибавку по линии реглана, то есть в столбик с 1 накидом, который был вот здесь провязан. Теперь я набираю 17 воздушных петель на подрез. Дальше я пропускаю все столбики рукава, перехожу к спинке, делаю накид, и в самый крайний столбик я провязываю выпуклый столбик, потому что по узору у меня должен быть выпуклый рельефный столбик. Затем я провязываю столбик с 1 накидом простой, и дальше уже также я продолжаю вязать узор. Я провязываю 3 выпуклых рельефных столбика, и затем опять провяжу простой столбик с накидом, и так чередую до конца спинки. Последним по спинке у меня провязан выпуклый столбик, выглядит он вот таким вот образом. И дальше я набираю 17 воздушных петель на второй подрез. И опять пропускаю столбики рукава, это уже второй рукав, делаю накид и перехожу к второй половинке переда. Первым я буду провязывать выпуклый столбик, и провяжу я его в прибавку по линии реглана. Воздушную петельку пропускаю, под столбик завожу крючок и провязываю выпуклый столбик. Дальше я вяжу узор, это простой столбик и 3 выпуклых, и так чередую до конца ряда и довязываю. Я довязала ряд до конца. Хочу обратить ваше внимание, что очень важно, чтобы количество воздушных петель на подрез было таким, чтобы узор не нарушился. Подрез — это нижняя часть проймы рукава. Вот здесь у меня будет рукав. Это для тех, кто не знает. Узор я буду продолжать вязать по телу кардигана. И, соответственно, здесь вот под мышкой у меня тоже будет узор. И чтобы он у меня просто был как продолжение, нужно подобрать количество воздушных петель
такое, чтобы они хорошо легли в узор. Дальше я продолжаю вязать. Теперь делаю 3 воздушные петельки для подъема, разворачиваю и буду продолжать вывязывать узор по переду. Затем, когда я довяжу до петель подреза, по ним я провяжу просто столбики с одним накидом, потому что выпуклые столбики я не смогу здесь провязать. То есть узор такой же, как здесь, в этом ряду по подрезам я связать не смогу, поэтому только столбики с одним накидом. Дальше я продолжу вязать узор по спинке. По этому подрезу то же самое я свяжу столбики с одним накидом. И закончу ряд уже по второй половинке переда. И после того, как я провяжу этот ряд, я уже разверну вязание и продолжу вязать узор по всему телу кардигана, в том числе по подрезам, так как он у меня будет вывязываться, то есть с изнаночной стороны у меня будет тот уже следующий ряд, и я буду провязывать его соответственно, как во всех изнаночных рядах, и вязать я буду до желаемой длины. Я связала кардиган, его тело, и у меня получилось 37 рядов от петель подреза до низа. У меня получается, что длина достаточно короткая. Вы можете регулировать за счет количества рядов. Если хотите длинный, то вяжите большее количество рядов. Теперь я приступаю к рукаву. Мне нужно найти середину подреза. У меня было 17 петель на подрез, то есть я отсчитала с этой и с этой стороны по 8 петелек и нашла как раз серединку. По кокетке последний ряд был провязан с лицевой стороны, значит я буду начинать с изнаночной. Я беру пряжу, захватываю ее и провязываю 3 воздушных петельки. Дальше я провязываю 8 столбиков с одним накидом. По одному столбику получается у меня в каждую петельку подреза. Дальше у меня идет один ряд, и затем уже идут столбики кокетки рукава. И вот сюда, вот в этот крайний ряд, я должна провязать 3 столбика с одним накидом. Пока я вывязываю просто столбики с накидом, потому что узор я буду вывязывать на рукаве. Здесь пока его вязать не могу. Итак, вставляю крючок сюда, в середину бокового столбика и в верхнюю часть столбика. Дальше у меня идет воздушная петелька, которая была по линии реглана. В нее я провязываю столбик с одним накидом. И теперь уже начинаю вывязывать узор. Это изнаночная сторона. Я должна провязать вот сюда выпуклый столбик. Это тоже по линии реглана прибавка. Затем провязываю просто столбик и 3 выпуклых столбика. Я ориентируюсь в данном случае на узор. Вот здесь видно, что у меня были с этой стороны выпуклые столбики, с этой стороны были просто столбики с одним накидом. И здесь также вот вогнутые они выглядят, с этой стороны они выпуклые. И дальше я уже продолжаю вязать рукав по кокетке. Я провязываю весь узор, который у меня должен быть в этом ряду. Он у меня состоит из 3 выпуклых рельефных столбиков с одним накидом и одного простого столбика. Так я довязываю все столбики по кокетке рукава. Я довязала до следующей линии реглана, и в прибавку по линии реглана я провязала выпуклый столбик. Теперь я провязываю просто столбик с одним накидом в воздушную петельку по линии реглана. Дальше у меня будет 3 ряда. Это у меня росток скрытый. И в эти 3 ряда с краю, вот здесь, я должна провязать равномерно 7 столбиков с одним накидом. Делаю накид, провязываю 1 столбик. Получается на границе первого ряда, и граница у меня с линии реглана. Провязываю первый столбик. Затем второй столбик я провязываю в середину
столбика, который с краю в первом ряду. Делаю накид. Дальше я провязываю столбик уже на границе первого и второго ряда. 3 провязала. Затем в середину столбика, который с краю в втором ряду, 4. Затем опять на границе 2 рядов. Это уже второй ряд и третий ряд. 6 я провязываю в серединку столбика, который в третьем ряду с краю. И 7 я тоже провязываю на границе, но здесь уже у меня идет граница между третьим рядом, и здесь у меня начинается подрез. Вот сюда я должна провязать, но здесь у меня немножко растянутая петелька, и я подхватываю так, чтобы растянутой петли не было. Получается 7. Вот они у меня 7 столбиков я провязала в край. И дальше у меня остается 8 столбиков провязать. Это по подрезу 8 столбиков. И здесь у меня уже будет конец ряда. То есть я провязываю по одному столбику с накидом в каждую петельку подреза. В конце ряда я вставляю крючок в третью петельку столбика подъема. Захватываю пряжу и провязываю соединительную петельку. Делаю 3 воздушные петельки для подъема и разворачиваю. Теперь я буду вязать ряд в обратном направлении, и я уже буду вывязывать узор здесь, то есть по всей окружности рукава. И теперь мне нужно сориентироваться по моему узору, какие столбики я начну вязать сразу после столбиков подъема. Смотрю на мой узор, так как здесь у меня идут рельефные выпуклые столбики, и здесь он у меня также будет. Я отсчитываю. Здесь у меня будет рельефный, 3 простых, рельефный, 3 простых, 1, 3, 1, 3 и 1. Значит, вот сюда я провяжу просто столбик с одним накидом, делаю накид и провязываю. И получается, что у меня даже совпадает узор вот здесь. Делаю накид, провязываю выпуклый столбик, накид. Дальше у меня по узору, как и всегда, 3 простых столбика с одним накидом. Такой узор я уже вязала, вы его уже знаете. Вязали мы его по кокетке и по телу, выпуклый. И дальше я уже продолжаю его вязать, показывать, наверное, уже нет смысла. Чередую 3 простых столбика с одним накидом и 1 выпуклый. Так довязываю до конца ряда. Ряд у меня закончился столбиком с одним накидом. И получается, что первые 3 воздушные петельки у меня будут ровно посередине моего узора. Крючок я также вставляю в третью петельку столбика подъема, провязываю полустолбик, соединительную петельку. Теперь я делаю 2 воздушные петли, разворачиваю, делаю накид и провязываю узор уже с изнаночной стороны, точно так же, как я провязывала его по кокетке и по телу моего кардигана. Сначала я провязываю выпуклый столбик, затем просто столбик с одним накидом. Дальше 3 выпуклых столбика. Так они у меня идут по узору. И просто 1 столбик с накидом. Дальше уже я чередую 3 выпуклых столбика и столбик с одним накидом до конца ряда. Провязала ряд, у меня он заканчивается на выпуклом столбике. Получается, здесь у меня должно быть 3 выпуклых, но так как у меня здесь конец и начало ряда, то у меня здесь 2 воздушные петельки. 2, потому что выпуклый столбик по высоте меньше, чем столбик с одним накидом. Чтобы не было у меня растяжения, я провязываю таким образом. Теперь вставляю крючок во вторую петельку столбика подъема и провязываю соединительную петлю. Делаю 3 воздушные петли, разворачиваю, и дальше я уже повторяю 2 и 3 ряд. У меня на данный момент провязано 3 ряда, повторяю 2, это вот этот, и 3. Повторять я их буду до желаемой длины рукава. Я связала 24 ряда рукава от подреза, и теперь я буду
вязать резинку по низу рукава. Если вы хотите, вы, конечно же, можете связать рукав длиннее. У меня рукава будут до локтя. Можете связать в 3/4, можете связать полный рукав длинный до запястья. Но так как у меня это летний вариант, я не хочу вязать длинный рукав. По низу я буду вывязывать вот такую же резинку, как по горловине. Для того, чтобы начать резинку, мне нужно набрать 11 петель воздушных. У меня тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше одну петельку я пропускаю, во вторую от крючка вставляю его и провязываю полустолбик. Дальше в каждую воздушную петельку я провязываю по одному полустолбику, не довязывая одну петельку. Вот эту я буду провязывать немножко по-другому. У меня получилось 9 полустолбиков. Теперь вставляю крючок в последнюю петельку, будет 10 полустолбик. И сразу вставляю крючок в следующий столбик, вот в этот. Обе петли я захватываю этого столбика, захватываю пряжу и сразу провязываю все петельки на крючке. 10 полустолбик у меня провязан. Первый ряд у меня завершен. Дальше я провязываю под 2 петли следующего столбика последнего ряда полустолбик. Это у меня вместо воздушной петельки подъема, который я буду вязать с этого края. Теперь я разворачиваю вот этот вот, который я только что полустолбик провязала, я пропускаю, затем крючок вставляю в следующий за заднюю стенку, вот так, захватываю пряжу и сразу провязываю петельки на крючке. Итак, в каждый столбик предыдущего ряда за заднюю стеночку я провязываю вот такие полустолбики. У меня их должно получиться 10 штук. Теперь в конце ряда я делаю одну воздушную петельку для подъема. Это чтобы начать следующий ряд. Разворачиваю и все повторяю. Одну петельку эту я пропускаю, в следующий вставляю крючок за заднюю стеночку и провязываю полустолбик. До конца я не довязываю один полустолбик и буду соединять его со следующим рядом. В последний столбик предыдущего ряда, который нужно соединить, я вставляю крючок и сразу вставляю крючок в следующий столбик вот этого последнего ряда. Провязываю все вместе. Так я делала в первом ряду. И дальше провязываю в следующий столбик полустолбик или соединительную петлю. И повторяю второй ряд. Разворачиваю свое вязание. И все точно так же повторяю. Вот этот полустолбик я пропускаю, начиная со следующего. В каждый столбик предыдущего ряда за заднюю стеночку я провязываю 10 полустолбиков. И вот эти два ряда я буду вязать до тех пор, пока не обвяжу весь рукав по кругу. Я обвязала низ рукава, и теперь мне нужно сшить края резинки. Пряжу я уже обрезала и протянула через последнюю петельку, вставила в трикотажную иглу. И получается, что у меня нитка с этой стороны, значит, теперь я должна вставить ее вот сюда. Захватывать я буду попеременно одну петельку с этой, одну петельку с этой стороны. Захватываю первую петлю с левой стороны, затем справа. И захватывать справа я буду за заднюю стенку. Вот так. Затем опять слева и справа. И буду так сшивать, пока не дойду до вот этого края. Я связала рукав. После того, как я связала этот рукав, я, конечно же, связала второй. Он вяжется абсолютно точно так же. Такое же количество у меня столбиков. Все так же я провязывала. Количество рядов, резинка точно так же. И после того, как я связала оба рукава, я все-таки решила удлинить тело моего кардигана. Я связала еще 4 ряда. Вот его длина. Теперь у меня получается 42 ряда от подреза, от проймы.
И длина также от проймы у меня теперь составляет по боковой стороне 32 сантиметра. Вы можете связать длиннее. Я не хочу длиннее, чтобы кардиган у меня не был тяжелым, потому что это смесовая пряжа с хлопком. Теперь я буду обвязывать борта. Это вот эта часть. Я буду вязать планку. Будет у меня резинка. Вот такая же, как по горловине, но располагать я резинку буду вертикально. Я, значит, располагаю вот так к себе этой стороной, и вязать я начну вот от этого места, от верха резинки. Беру пряжу, вот этот кончик я потом уже спрячу в конце, и под самую крайнюю петельку я вставляю крючок, захватываю пряжу, протягиваю ее и провязываю воздушную петлю. У меня по краю вот здесь идут такие петельки. Я под каждую петельку провязываю полустолбики, вытягиваю петлю и сразу провязываю петлю на крючке. Провязала. Дальше я буду вязать точно такие же полустолбики в край каждого ряда. У меня дальше идет вот здесь столбик с накидом. И я прям в серединку этого столбика, вот сюда, провяжу полустолбик. Дальше у меня здесь есть граница рядов. И после границы вот здесь 2 воздушные петли. Вот здесь у меня граница. Я вам схемку сюда добавлю, чтобы вы понимали, в какие места столбиков я втыкаю крючок, захватила я пряжу и провязываю полустолбик. Дальше это я в границу провязала. Первый был провязан в серединку ряда. Дальше вот здесь смотрю, может с этой стороны вам будет понятней. Вот здесь у меня изнаночный ряд, и здесь 2 воздушные петельки были. Вот здесь уже у меня столбик с накидом. Вот здесь граница рядов этих, и вот здесь граница рядов. На границу я провязала, значит, провязываю в одну из воздушных петелек, которые были для подъема. Выбираю, в принципе, любую, но, наверное, ближайшую ко мне все-таки. Делаю накид, провязываю вот так полустолбик. Дальше граница рядов, вот она, ее и с этой стороны хорошо видно. Я здесь захватываю пряжу и провязываю. Дальше по такому же принципу я провязываю этот ряд до самого низа, до вот этого места. Я провязала до самого низа, у меня получился 131 полустолбик без накида от вот этого места, я считала, от начала. Теперь я делаю одну воздушную петельку для подъема, разворачиваю. Петельку эту воздушную я пропускаю и в первый столбик вставляю крючок, захватывая заднюю стенку. Теперь я захватываю крючок и провязываю петлю на крючке. То есть буду провязывать полустолбики за заднюю стенку, точно так же, как я вязала резинку по низу рукавов и по горловине. Только у меня будет здесь резинка продольными вот такими рядами по краю борта. Так я буду вязать до вот этого места, дойду до верха, то есть провяжу весь ряд, сделаю так же, как и здесь, одну воздушную петельку, развернусь и буду вязать за заднюю стеночку, пропустив первую эту воздушную петельку, за заднюю стенку буду вязать полустолбики без накида уже до низа. То есть вот таким образом я буду вязать ряды, нужное их количество. Но ориентироваться я буду, чтобы у меня ширина вот этой планки, которую я свяжу, была вот такая же, как вот эта вот резиночка. Я довязала свой кардиган. Мне очень нравится эта модель. Простой достаточно узор, повторяющийся. Он, конечно, объемный, и за счет узора идет большой расход пряжи. Вес его получился 412 грамм. Если вы будете вязать большую длину, то, конечно же, у вас расход будет еще больше. Ниточки я еще пока не спрятала. Покажу вам поближе планку. На нее у меня ушло 12 рядов. Как я вам уже показывала,
На правой половинке я планку начинала сверху, с изнаночной стороны, а на левой я вам не показывала. Количество столбиков у меня точно такое же, как на этой. Это обязательно, иначе длина планки будет другой. Начинала я ее снизу левой стороны, с изнанки. Вот отсюда начинала. И потом вот так вот вязала. Также 12 рядов. И еще последний ряд, 12, я провязывала крючком номер 3. И старалась немножко его вязать туго. Это чтобы край планки не был растянутым, чтобы немножко ее подсобрать. Вот, в общем-то, и готов теперь мой кардиган, пиджак, жакет. Я его еще не стирала. Ну, вообще вязаные изделия, конечно же, подвергают тепловой обработке, но я даже не знаю, стоит ли мне делать с ним это. Мне, в принципе, нравится, как он выглядит. Единственная усадка, что будет, потому что это хлопок. Вы можете связать его из любой другой пряжи подходящего метража. Не обязательно вязать его хлопок с акрилом. Ну вот и все. На этом я завершаю свой мастер-класс. Надеюсь, что он для вас полезен. Для меня, конечно же, это будет новый кардиганчик на лето. И дальше я уже хочу приступить к вязанию летних вещей, более летних. Это топы, платье у меня в планах. Надеюсь, что я все-таки свяжу, потому что пряжу я на платье купила очень давно. Ну и я надеюсь, что мы с вами еще увидимся в новых моих мастер-классах. Пока-пока!